Аморалкин, вот интересно, почему только время расставляет все на места? Порой через пару лет находишь убранную с глаз долой работу, и она кажется лучше, чем была. Почти тот же вопрос. И наоборот, то, что сразу понравилось, через год или два идет под записку. Мы развиваемся, Аморалкин. Мы сначала были очень правильными, как нас учили, потом до нас доходит, что творчество нечто другое, и мы представляем букву А. Сначала были Моралкин, а потом букву А. То есть могу делать все, что угодно. И это будет по-честному. То, как вы чувствуете, будет. Но до этого нужно дорасти. То есть происходит восхождение по ступенькам к мастерству. Идет время. Мы по-другому смотрим на свои работы, на другие работы. Мы приходим в музей, смотрим по-другому на то, что нас сначала радовала какая-то картина, мы там без ума, а потом проходим мимо, потому что меняется наше видение. Мир раскрывается больше, чем когда мы в него погружаемся, чем больше, тем сильнее он открывается различными гранями. Нас начинают удивлять работы, где много цвета, например, или у кого-то вообще отсутствие, кто-то переходит к графике. В любом случае, это развитие, оно многополюсное. Мы начинаем чувствовать живопись, ведь ее можно только почувствовать. Ведь человеку, который не понимает, почему эта картина лучше, чем другая, мы же не сможем объяснить, почему. Просто не сможем. Мы видим живописность, а он нет. А он видит какие-то там мазки, какие-то мазня. А мы видим живопись, с ума сходим. Почему? Если у вас есть ответ, напишите. Давайте подумаем на эту тему. Юзер PV1. Настроение мягкой зимы передалось через экран. Увы, не смогу с вами поехать зимой. Еду в Сочи на зиму. Ну, в Сочи, конечно, шикарно. Вы там писали? Писал. Какие локации посоветовали? Но я там мало что знаю. В любом случае, Красная Поляна. Я там не был, говорят, красиво, горы. Ну и в самом Сочи очень будет интересно, потому что южный город, растительность, море, яхточки стоят. У меня локации нету, просто посмотрите сами. Желаю хорошей поездки. Но если кто-то из вас, друзья, посоветует, где юзеру PV1 писать в Сочи, скажите, пожалуйста, пришлите локацию. Или на Telegram можно выложить. И я буду знать. Юзер GP5. Возможно ли в нынешнее время делать видео под рубрикой «В мастерской художника»? Было очень интересно знакомиться с работами и планами современных художников. Опять же, насмотренность. Тем более вы выбираете достойных. Спасибо. А то ведь можно испортить глаз, если что-то не так с колоритом и композицией. Выкладывают в интернет все подряд. У вас с колоритом, композицией все замечательно. Спасибо. Юзер GP5. Во времена Строгановки я довольно-таки часто ходил по выставкам всяким, ну, в ЦДХ, естественно, ну, везде. Я имею в виду современное искусство, где современные художники, где выставлялись. И я ходил, и поймал себя тогда на мысли, что я не нахожу ни одного художника, на чьи работы я бы мог смотреть, любоваться, восхищаться, потому что в голове засели шедевры вообще искусства, я не знаю, современного еще передвижничества. И вдруг такая дыра. Я не видел никакого прорыва. И мне было настолько грустно, что я перестал ходить, потому что ничего не вижу. Через какое-то время, через 10-15 лет, может быть, я начал различать и увидел там Бато того же, еще нескольких художников, на чьи работы я смотрел с восхищением. Но это такие единицы. Я хочу сказать, что испортить себя смотрением на не очень качественное искусство, наверное, все-таки нельзя. Это преувеличение. Хотя я, конечно, когда там в ЦДХ выставлялся довольно-таки на протяжении последних лет, пока его не грохнули, не закрыли, довольно часто выставлялся. Я
там идешь на свое место рабочее, и вот так просто не смотришь по сторонам, потому что, ну, чтобы вот остаться живым. То есть внутри меня сидят образцы великолепной живописи, вообще мировой, а тут такое, да, это как человек, у которого абсолютный слух, и вообще, или просто хороший слух, музыкант, в конце концов, хорошо, музыкант. Я всегда удивляюсь, как я наблюдал за музыкантами, как они слушают, когда то, что невозможно слушать. Ничего, один мой знакомый, ну вот Никита Братусь, чьи музыкальные произведения вы слушаете, с его разрешения и дозволения, как-то, глядя на нечто невообразимое, он просто сказал, ну, такое прочтение. Спокойно, такое прочтение. Вот эта мысль, такое прочтение, она ко всему подходит. Если ты видишь что-то ужасное, ну, такое прочтение. То есть нормально. И поскольку насмотренность в хороших галереях, на выставках великих художников есть, она внутри живет, это как, я не знаю, камертон, отталкиваясь от которого он звучит, вот эта нота правильная звучит, ты не будешь особенно реагировать на то, что не дотягивает. Ну, такое прочтение. Что касается рубрики «В мастерской художника», я, конечно, буду ее продолжать. Это хорошее дело, я люблю записывать интервью. Просто сейчас редко встречаюсь с ребятами, но продолжаться это будет. И я хочу записать с Пашей Шумовым интервью, ну, еще с некоторыми другими, так что впереди будет все это будет. 21 урок. Тепло вечерних огней. Вечернее состояние довольно глубокое, и тем не менее мы находим различия между всеми составными. Есть фонари, которые на ближнем плане, на дальнем плане, море, гора, небо, и все это нужно уложить, работать пятнами и писать быстро, потому что состояние моментально уходит. Интереснейшая задача писать, естественно, нужно такие вещи с натуры, с фонариком на лбу. Записан урок, он длится всего там 24-25 минут. А лучше писать такие вещи, конечно, поменьше формат, чтобы успевать, может быть, несколько их в разное вечернее состояние, успевать несколько сделать и уловить вот эти вот нюансы неба меняющегося. Все меняется очень быстро, очень интересно писать. Вечернее — это моя любимая тема. Нужно писать точно, потому что вот безошибочно, что называется, потому что исправлять некогда. И все нужно разбить на некие составные. Я показываю и рассказываю в уроке, как это все происходит. User LP4. Не понимаю разницы между писать состояние и писать впечатление. Может, это одно и то же? Нет, это не одно и то же. Но представляете, вот в природе сейчас такое, сейчас 15 часов дня, уже почти вечер. Это состояние, нужно его передать. Ты же не будешь его передавать, если уже такой пасмурный, смеркается день, ты же не будешь его передавать белилами чистыми. Но не получится вот этого состояния в природе угасающего дня. Значит, нужно в белилу что-то подмешать, чтобы этот тон угасающего дня, тональность передать. Она же не должна спорить с ярким солнечным днем. Не будет же по тону такие же белила, правда? Естественно, в замесе с какими-то другими красками. То есть будет приглушенность, ее нужно передать. И это писать состояние. Теперь впечатление. А впечатление мы пишем состояние, но особым образом. Мы пишем свое ощущение того, что видим, не передавая это в лоб. Например, не переписывая все детали, а обобщая, что-то опуская, что-то выделяя, вытаскивая, что-то условно, что-то нет, что-то ярко, пастозно. Это уже впечатление. Отказываясь от каких-то объектов в мотиве, который мы видим, перемещая их с места на место. То есть мы пишем в этом смысле отношение к тому, что мы видим. Это совершенно другая задача. Те же вспомните подсолнухи Ван Гога. Это же впечатление. Мы же видим решение, декоративное решение того, что он там видел. Букет в вазе. Но он
особым образом решен, причем так, как никто до этого не решал. В конце ролика вы увидите баннер, 33-е видео «Как писать вечернее состояние». Я предлагаю вам его посмотреть.